Некоторые мужчины жалкие неудачники, в то время как другие живут на совершенно другом уровне. Слушай внимательно. Нет оправданий неудачникам в жизни. Мы все истекаем кровью одного цвета, и у всех у нас одни и те же 24 часа в сутках. Ответ заключается в привычках. Мелочи, которые ты делаешь каждый день, определяют, какой ты человек. К сожалению, большинство из нас запрограммировано на привычки и распорядок, не выбирая их сознательно. Мы впадаем в шаблоны поведения, которые останавливают наш рост и мешают нам быть теми, кем мы хотим быть. Мы запрограммированы работать, потреблять и умирать, как маленькие букашки. Но если ты смотришь это, то ясно, что ты необычный обыватель, и ты хочешь улучшить себя. Вот привычки, которые нужны каждому мужчине в его жизни. Номер 1. Бери под контроль себя с самого утра. У тебя есть два варианта. Продолжать мечтать или проснуться и начать действовать. Большинство людей предпочитают продолжать мечтать, а когда они просыпаются, они хватают свой телефон и начинают смотреть на других людей. Это менталитет неудачника. Ты должен посвятить первые 2 часа своего времени себе. Вложи это время в деятельность, которая улучшит твою жизнь. Время для работы над собой и своими целями. Если ты закончишь самую сложную задачу рано, остальная часть дня будет ощущаться как легкий ветерок. Начинай утро как голодный зверь, который уничтожит все на своем пути, чтобы приблизиться к своим целям. Номер 2. Ограничивай свою доступность. Если ты готов всем и всегда помочь, ты не человек с целью, а клоун. Перестань делать себя легкодоступным для людей, расставляя приоритеты. Ты не можешь стать ценным человеком, если каждый сможет использовать твое время, когда захочет. Ты не только приблизишься к своим целям, используя свое время разумно, люди также начнут больше уважать тебя за это. Солнце можно оценить только по его отсутствию. Чем длиннее дождливые дни, тем больше хочется солнца. Но слишком много жарких дней, и солнце начинает угнетать. Если ты живешь в месте, где все время солнечно, легко принимать солнце как должное. Не верь глупым играм разума и не притворяйся недоступным. Вместо этого убедись, что ты недоступен все время, потому что ты ценишь свое время и свою миссию. Номер 3. Будь решительным. Высокоэффективные люди принимают решения и действуют решительно. Человек всегда имеет преимущество в то время, которое требуется нерешительному человеку для анализа всех доступных вариантов. Решительный человек принял решение и действовал в соответствии с этим, и внес коррективы, если необходимо. И они впереди. Ты должен быть решительным. Это похоже на тайную силу быть достаточно уверенным, чтобы принимать решение, не зная, что оно будет на 100% правильным. Секрет в том, что даже если ты принимаешь неправильное решение, ты всегда можешь измениться, чтобы стать ценным человеком. Тебе нужно понять то, что я собираюсь сказать. Следующая информация – это сила. Это часто цитируемая фраза, хотя в ней есть правда. Слишком много информации может навредить, если ты тратишь слишком много времени на обдумывание и планирование. Это означает, что ты тратишь меньше времени на действия. Поэтому прекрати сбор информации. Реши уже наконец. Когда примешь решение, придерживайся его. Нормальное решение с твердой решимостью гораздо сильнее, чем отличное решение, о котором ты всегда мечтал. Просто прими решение и не оглядывайся назад, пока все не станет на свои места. Твоя цель – принять решение как можно быстрее. Большинство решений можно принять гораздо быстрее, чем нам кажется. Лучший способ улучшить свои навыки и принятия решений – это просто принимать больше решений и учиться на них, а не анализировать и мучить себя, чтобы сделать все идеально. Номер 4. Выбирать правильные жертвы. Всегда приносятся какие-то жертвы, неважно, нравится тебе это или нет. Если ты не готов пожертвовать своей мечтой, тогда твоя мечта станет жертвой. Ты можешь подумать, что просто играешь в видеоигры посреди ночи, и ты не жертвуешь ничем. Но реальность такова, что ты жертвуешь своей потенциально высокой ценностью. Зная, чем пожертвовать, не означает, что ты больше не можешь наслаждаться своей жизнью. Тебе, возможно, придется пожертвовать некоторыми увлечениями на какое-то время, пока ты не достигнешь успеха. Вот правда. Многие мужчины хотят только мгновенного удовлетворения. Я хочу, чтобы ты был честен с самим собой. Есть ли вещи, которыми ты не жертвуешь, даже если ты должен? Тебе, возможно, придется избавиться от группы друзей, которые ничего не делают со своей жизнью. Возможно, ты слишком много веселишься или проводишь слишком много времени в социальных сетях. Что бы это ни было, знай, что эти жертвы не должны быть легкими. Особенно если ты молод и не хочешь пропускать веселье. Веселье будет не стоить того, в конце концов, когда ты растратишь свой потенциал. Помни, что ты мог бы потратить то же самое время, чтобы достичь богатства. Я много раз говорил, что жизнь мужчины тяжела на этом канале. Это правда.
Но не пойми это неправильно, если другая сторона медали. Как у мужчины у тебя есть потенциал, чтобы построить себя до самого высокого уровня. Ты можешь достичь уровня, когда женщины хотят тебя, а мужчины восхищаются тобой. Убедись, что ты идешь на правильную жертву. Номер 5. Соблюдай дисциплину. Каждая привычка, которая обсуждалась в этом видео, превращается в бесполезный кусок мусора, если тебе не хватает дисциплины. Слушая это прямо сейчас и думая про себя, что это очевидно, знать о дисциплине и на самом деле применять ее – это две разные вещи. Будь честным с самим собой. Не хватает ли тебе дисциплины в некоторых областях жизни? Как бы ты оценил свою дисциплину по шкале от 1 до 10? Хорошая новость заключается в том, что каждый может развить этот навык. И довольно просто делать то, что вам нужно делать каждый день. Хочешь ты этого или нет, начни с того, что встанешь с постели, когда проснешься. Вместо того, чтобы продолжать валяться, иди в спортзал и не бойся принимать холодный душ. Самодисциплина позволяет тебе оставаться сосредоточенным на своих целях. Это позволяет тебе держать себя в руках и контролировать реакцию на любую ситуацию. Самодисциплина подобна мышце. Чем больше ты тренируешься, тем сильнее становишься. Отсутствие самодисциплины может вызвать низкую самооценку. Ты не можешь достичь высшей точки жизни с низкой самооценкой. Ежедневно укрепляй свою дисциплину и борись со своей внутренней слабостью. Это единственный способ заставить все свои цели работать правильно. Чести и удачи!